Дают довольно хорошую оценку своей проведенной работе Минобороны Российской Федерации. Более 100 украинских беспилотников были уничтожены силой ПВО за ночь над регионами России. Вражеские дроны были перехвачены над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, как обычно, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря. То есть вот это все переловили, друзья мои. Тем временем также сообщает МЭШ, в частности, один человек погиб. Пока ловил, видимо, извините за горькую иронию, в любом случае соболезнования, конечно же, погибшим, пострадавшим. Еще один пострадал при атаке воздушных БПЛА на Таганрог, минимум 20 взрывов прогремело над городом. Работает ПВО, обломки беспилотника предварительно повредили школу. Ну, то есть так сбивают, что потом горят школы. Может быть, есть смысл как-то сбивать так, чтобы на школу не падали осадки сбитого? Ну, так вот, хочется спросить. Еще раз, я ведь задаю этот вопрос, друзья мои, с позиции гражданина, который вы защищаете так, что еще опаснее становится, чем когда вы, наверное, не защищаете. Ну, вот, или у вас вот есть такой вопрос? Число пострадавших выросло до 8. Повреждены несколько жилых домов, а также социальных и промышленных объектов. 12 многоквартирных, 27 частных домов повреждены в ходе атаки. Ничего себе, 100 сбили, 27 повреждено. Я просто... Ну, то есть 100 это было какой-то очень маленький процент от всех, наверное, имевшихся беспилотников. Просто иной раз так оцениваешь, и я так долго шел этим путем, со своей стороны говорил, что вот сбили 100, сбили там 300, 400 сбили. Думаю, вот много прилетело. Нет, прилетело значительно больше, видимо, сбитых процент очень маленький. И когда сбитых много, это говорит о том, что либо решили пострелять, что ли, очень хорошо, ну, как-то, либо просто очень много летел. Вот как ты, да, тут пытаешься логику включить, потому что это как-то не влияет на количество неизбитых. Над Таганрогом прогремела также серия взрывов ПВО, ну да, значит, это уже публикует база. Да, был МЭШ, и вот база со своей стороны добавляет больше информации о том, что над Таганрогом прогремела серия взрывов, ПВО отражает атаку, жители пишут о громких хлопках в разных районах города. Так звучит, что вот, да, то есть это взрывы типа сбивают. Но, видимо, не сбивают, что ли, или, ну, над городом, может быть. В небе видны вспышки, слышен характерный гул, включена сирена воздушной тревоги. Не знаю, людям слова, значит, поддержки. Очевидцы видят пожар на территории школы, предварительно туда попал БПЛА. Официальной информации о последствиях пока нет. Вот это на тот момент, когда это писалось, ну, уже какая-то небольшая информация есть. И вот, да, продолжение также. Один человек погиб при атаке БПЛА на Таганрог, еще один ранен. И что еще база добавляет? Краснодар снова под атакой беспилотников. В городе слышны взрывы. Жители сообщают о нескольких хлопках в разных районах. По предварительной информации, один из дронов попал в многоквартирный дом. Очевидцы пишут, что во дворе разлетелись осколки, повреждены автомобили. Официальной информации о последствиях пока нет. В Краснодаре при падении БПЛА пострадали 3 человека. Одному взрослому и 2 детям оказали помощь. На месте госпитализация не потребовалась, сообщили в оперштабе региона. Такая новость, такой налет, вот, наверное, надо все-таки брать пошире, потому что я сам как-то вот шел по пути, так вот сбили, там 400, вот много, значит, прилетело, нет, это вообще никак не говорит о том, сколько прилетело, надо больше уделять, видимо, внимание тому, ну, как вот параллельным сообщениям, столь же официальным, на других телеграм-каналах. Минобороны, видимо, живет в каком-то своем мирке, они вот отчитали, сбили, и, наверное, довольны они, что ли, сидят. Ну, сказали бы, мы мало сбили, ну, вот сбили, ну, тогда какой-то можно акцент, может быть, другой сделать, чтобы они там как-то... Чтобы не возникало ощущение, что их дискредитируют чиновники, которые эти говорят сбили, а те говорят вот тушим пожар. Как-то вот. Уже так думаешь. Просто понимаете, когда они излишнее бахвальство, оно ведь ведет к тому, что ты выглядишь глупо. Уже хочешь сказать, так может тогда перестаньте сбивать, может тогда не будет все гореть. Да? Почему это возникает? Из-за вот этой вот любви еще от коммунизма перешедшей все время бахвалиться, все время говорить о своих подвигах и достижениях и бояться признать какие-то недостатки, над которыми можно поработать и все исправить. Мой любимый пример – это табуретка, у которой 4 ножки. Одна расшаталась, можно замалчивать и говорить о 3 оставшихся прекрасных. Но однажды кто-то свернет себе шею. Лучше починить поломанное. Но это мое мнение. Свое пишите в комментариях, друзья мои. Самое главное, берегите себя, будьте осторожны и увидимся.